Всем доброй ночи. Сегодня я хочу вам показать один обряд. Это из русского колдовства. Более принято называть русское чернокнижье. Ну да ладно, если вам так понятнее, тогда пусть будет так. Русское чернокнижье. Я сейчас хочу показать, как снимается очень сильная порча, которая обычно не дает человеку идти вперед, которая тормозит развитие семьи, постоянно какие-то создает имущественные проблемы и так далее. И еще вот этим ритуалом можно снять сделанную смерть, которая как бы недавно сделана. И еще можно снимать в быстром темпе, если, например, это наведено, ну, предположим, месяц, два и так далее. Либо, вот я уже сказала, в принципе, многие ритуалы, которые направлены на снятие смерти, они не обязательно должны смерть снимать. Их иногда можно использовать, когда очень сильные неудачи, постоянные неудачи со здоровьем и прочее, прочее. Помогает даже в этом случае. Даже когда мы наводим смерть человеку, это не значит, что человек прям сегодня и умрет. Нет. Он может просто мучиться очень долго. В принципе, на это и направлено. Очень редко бывает цель, чтобы человек просто быстро умирал. Чаще всего направлено на мучение, на долгие вот эти страдания и так далее. И тогда тот, который это навел, сделал, как бы со стороны наслаждается вот этими муками человека. А мы, например, можем точно также ритуалом снимать то, что наведено. Хочу вам сказать, что есть колдуны, у которых дело никак не перебить. Такие тоже есть. А есть такие кустарники, которые, знаете, ну где-то что-то там увидели, узнали, услышали и пытаются сделать. Вот таких кустарниц, конечно, мы очень быстро очищаем всю работу. Все это отправляется обратно, закрывается, и они больше не могут не наслать на кого-то, и очень долго болеют, и иногда и умирают. Такое тоже бывает. Ну, о таких как бы вещах сейчас говорить не будем. Я недавно очищала Ольгу, делала один ритуал, и я обещала ей, что я сделаю еще до победного, то есть до того, пока действительно все в жизни не уладится. В принципе, оно уже начинает идти к этому. Вот в данный момент этот ритуал будет очень полезен для нее и для ее семьи в том числе. Еще раз хочу вам сказать, не подбирайте ничего на улицах, особенно на перекрестках. Вот то, что я сейчас делаю, называется перекид. Перекид порчи на другого. Но, уважаемые люди, пусть это вам не кажется негуманным. Почему? Объясню. Потому что я уже вам говорила и рассказывала о том, что эти силы, которые существуют испокон веков, и которые, собственно, и создали магию, и кому принадлежит вот это все, особенно ритуальная магия, да? Ого, кто-то там прошелся. Нормально бывает. Просто иногда внезапно проходит и как-то неожиданно. Так вот, вот эти силы, они никогда не позволят невинному человеку пострадать из-за того, что он что-то подобрал. Как правило, они ему не дадут просто той дорогой идти и подобрать что-либо. Всегда подбирают и всегда страдают те люди, которые должны и обязаны за что-то платить и выстрадать. Даже когда делают порчу на человека, если человек виноват, то и мы не спасем этого человека, и до нас не доберется этот человек. Если нет, то обязательно, как в случае с Ольгой, например, найдется кто-то, кто это все уберет. Даже после нескольких лет страданий в любом случае это уберется. То есть они не дадут человеку убить, если человек не заслуживает смерти. Потому что меня иногда просто спрашивают, а как вы можете там, например,
навести смерть, и не вы же решаете. Да, мы не решаем. Но если мы справедливы, если мы действительно считаем, что так нужно, и человек действительно заслужил своими гнусными поступками то, что мы на него навели, то обязательно человек пострадает. Один раз пострадает, поймет, хорошо, не поймет, значит пострадает второй раз и покруче. Итак, берем черную ткань, соль, фотографию человека или вещь. Если человек сам пришел, у него есть возможность к вам прийти, значит сыпите соль на ткань, и человек ложит свои руки рядом с солью. Сверху ставим свечу вот так, как на погосте, как могильный холм. Так, не знаю, кто вы там ходите, успокойтесь, не мешайте мне. Читаем вот этот заговор. Читать можно несколько раз, можно один раз. В принципе, как вы посчитаете, почувствуете, что достаточно, столько и достаточно. Потом пересыпаем соль на ткань, завязываем и оставляем на перекрестке с откупом. В принципе, эту соль можно сохранить для наведения порчи. Например, насыпать на фото врага и закопать где-нибудь. И переходит все на этого человека, все эти болячки и прочее. Итак, погост закинутый, в нем гроб удобный. В гробу том мертвяк почивает, все беды, грехи хулу сторожит. К мертвяку тому ведьмаки тропинками поросшими ход держат. Да у него хулу и спрашивает, на людей хулу тузлом кидают. Мертвяк слеп, не ведает, что греховные дела через него творимы. Спит, почивает, мертвый свою отживает. Тому мертвяку я шепотом до сей наказ поведаю, как на Ольгу хула наслана, напрасленной порча в гроб гонит, живого поедом съедает, жить-поживать, белого света видать мешает. Мертвяк тот куль соли мне покидом кинет, отдаст, бесплаты даст. Кому я подкину, у того сыскать найти новую черную домину, что я сказом велю тому быть. Аминь. Свеча догорает. Сыпем соль сюда. Фотографию можем убрать для других дел. Нужно завязать узлом крест-накрест. Это можно потом сделать. И сохранить у себя для своих работ, я уже сказала, для чего можно применять. Либо оставлять на перекрестке с откупом. Но прежде чем оставить, мы ложим туда, кидаем деньги и говорим, кто дотронется, тому не уйти. С Ольги забрать, с хулой жить. Аминь. Вот такой вот ритуал снятия больших проблем, иногда и смерти. Всего хорошего, удачи.